Лаконичное и простое, но в то же время элегантное и изящное. Идеальное платье, без которого сложно представить женский гардероб. Все это маленькое черное платье или LBD, как сокращение от Little Black Dress. Его история началась в начале 20 века, и связана она со всеми известной Коко Шанель. Именно эта женщина ввела в моду маленькое черное платье как незаменимый предмет гардероба, подходящий для всех случаев жизни. За всю свою историю маленькое черное платье претерпело немало изменений. К примеру, в XVI веке черные платья были популярны среди испанской знати, но в основном в Европе такие платья были предназначены для похорон. Кроме того, черные платьица с белыми воротничками и манжетами носили девочки в приютах при монастырях. В одном из таких провела свое детство Коко Шанель. Есть версия, что на создание знаменитого черного платья дизайнера натолкнула ее трагическая история любви. У Коко Шанель было множество романов и интриг, но самой большой ее любовью был Бой Кейпл, который погиб в автокатастрофе в 1925 году, что стало огромным ударом для нее. В то время после смерти мужа женщины носили траур по ним, но Шанель не могла этого сделать, так как Бой был женат на другой. Так, в знак своей скорби, она и создала маленькое черное платье. Но есть и другая, менее романтическая версия, согласно которой Коко Шанель на создание платья натолкнул внешний вид французских продавщиц в невзрачной черной униформе. Она считала, что в женщине главное не фигура, а личность, а черное платье избавляло от излишней манерности. К тому же такое платье стало более доступно по цене, и теперь его могли себе позволить не только богатые дамы. Первое маленькое черное платье выглядело весьма просто. Длина ниже колена, низкая посадка, длинные узкие рукава и защип, который образовывал складку на ткани. Тем не менее, даже такое платье в ту пору стало образцом шика. В 1926 году журнал Vogue опубликовал на своих страницах платье, назвав его Ford. Это означало, что оно, как и знаменитая машина Ford, уникально и доступно только в черном цвете. Тем не менее, не всем богатым красавицам того времени пришлось по вкусу маленькое черное платье. Они не были впечатлены простотой и ждали новинок от дизайнеров. И новинки не заставили себя ждать. Уже в 30-х годах появилось большее количество вариантов. Платья все еще оставались длинными, однако они все больше подчеркивали естественные линии фигуры, были приталены и обрамлялись кружевами. Наряд стал стандартным вариантом выбора на вечернее мероприятие. В 40-е годы ввиду военного времени внесли свою коррективу. Платья этого времени были скромные, направленные на практичность и минимализм. В послевоенное время началась новая эра создания дизайнов LBD. Кристиан Диор создает свой легендарный New Look, который отличается особенной женственностью во всем, начиная от тонкой талии, заканчивая пышной юбкой. Коко Шанель, к слову, считала, что черное платье должно отличаться простотой линий и большей скромностью, поэтому выступала против подобного дизайна. 50-е годы отличались контрастом. В моду входили то прямые облегающие юбки, то юбки пышного фасона. Большую роль в эволюции маленького черного платья сыграл дизайнер Юбер де Живанши. Именно он был создателем самого знаменитого черного платья в мире. Оно было надето на героине Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Элегантное, шикарное, оно особенно подчеркивало всю красоту фигуры актрисы. В 1960-х в моду входит мини. Короткие юбки и короткие волосы стали популярными образами. Это подняло черное платье на новые высоты. В 1964 году на конкурсе Евровидения в коротком черном платье появилась Аннеке Гренло, представляющая Нидерланды. В последующие годы в моде на маленькие черные платья не возникало уже никаких ограничений. Были популярны как длинные, так и короткие юбки. Платье стало считаться классикой, не выходящей из моды. Считается, что оно должно быть в гардеробе у каждой женщины. Оно подходит как в повседневной жизни, так и для особых случаев. Его можно дополнять украшениями и аксессуарами, и тогда ваш образ заиграет новыми красками. Однажды Коко сказала: «Мода меняется, а стиль остается. Я хочу, чтобы меня копировали, это будет лучшим доказательством моего успеха». К
слову, Коко Шанель не придумала само платье, ибо их носили и до нее. Но она сделала его безумно популярным, настолько, что это считается ее творением. Спустя столько лет маленькое черное платье до сих пор остается уникальным и незаменимым. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!